Лето. Пора солнца, тепла, прекрасных цветов, душистых трав, сочных фруктов и спелых ягод. Одним из самых любимых фруктов в этот сезон является клубника. Сочная, сладкая и очень ароматная ягода. Привет, друзья! Сегодня покажу вам, как из нее я делаю вкуснейшее домашнее мороженое. Готовится совсем несложно, а результат вас обязательно порадует. Для этого нам понадобится половину сахара засыпаем в сотейник, вливаем молоко и отправляем на средний огонь. Молоко доводим до кипения, но не кипятим. Сахар должен раствориться. В отдельной чаше смешиваем оставшийся сахар с желтками. При постоянном помешивании вливаем горячее молоко к желткам. Перемешиваем до однородности и растворения сахара. Переливаем эту смесь обратно в сотейник и при непрерывном помешивании доводим до легкого загустения. Ни в коем случае не кипятим. Снимаем с огня и охлаждаем крем до комнатной температуры. Дальше занимаемся клубникой. Моем ее, обсушиваем и удаляем хвостики. Делаем из нее пюре при помощи погружного блендера. Пропускаем через сито, чтобы убрать косточки. Дальше взбиваем холодные сливки до пышности. Все перемешиваем до однородности и переливаем в удобный контейнер для замораживания. Отправляем в морозилку и каждые полчаса перемешиваем. Так мы разбиваем кристаллики льда и мороженое будет гладким и однородным. Сделать это нужно 3-4 раза. Перед подачей мороженое нужно достать из морозилки, чтобы оно немного подтаяло. Тогда из него будет удобнее формировать шарики. Ложку для мороженого опускайте в воду. Нежное, ароматное и безумно вкусное. Прохладное мороженое – это лучший десерт в жаркую пору. Подавать можно со свежими ягодами, сиропом, джемом, шоколадом. Попробуйте приготовить и не бойтесь экспериментировать. Радуйте себя и своих деток. Буду ждать ваших отзывов об этом рецепте. Чтобы не потерять этот рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Желаю вам удачи в приготовлении, спасибо, что доверяете и готовите вместе со мной.